Строительные технологии не стоят на месте. Мы покажем вам солнечную краску, которая может питать электричеством целый дом. Чудо-кирпичи, меняющие цвет, а еще целый рой роботов-строителей. Но смотрите до конца. Там будет просто феноменальная технология. Машина, строящая огромные мосты за пару дней. Кирпичи-хамелеоны. Кирпич-хамелеон называют еще бархатным или велюровым из-за его красивого цвета. Такой эффект получается не благодаря каким-то невероятным химическим компонентам или использованию сложнейших технологий. Тут скорее смекалка и знание физики. Особенность этого строительного материала заключается в длинных тонких бороздах, которые наносятся на поверхность клинкера металлическими щетками. Эти полоски преломляют солнечный свет, и в разное время дня фасад дома изменяет свой цвет – от светло-розового до темно-бордового. В случае применения клинкера во внутренней отделке помещения он также будет изменять свой цвет, но уже благодаря искусственному свету. Материал не выгорает, как это случается с обычным кирпичом. Если рабочие сделали все правильно, выцветание вообще не произойдет. А также, в отличие от классического, велюровый кирпич устойчив к соленым и водным растворам. И если эта технология вам не покажется прорывной, то от следующих челюсть точно отвиснет, ведь мы будем идти постоянно повышая ставки. Фундамент на пневмоподушке. Эта технология является заслугой японской компании Air Dungeon Systems. Они разработали систему, благодаря которой здание будто парит в воздухе. Такое парение обеспечивается воздушной подушкой. Как только срабатывает предустановленный датчик, дом зависает над землей. Сделано это не для красоты, а из-за востребованности в некоторых частях земного шара. Фундамент не соединен с конструкцией, и подъем может происходить в любой момент по сигналу. Поэтому в случае землетрясения дома, оборудованные данной системой, не должны пострадать. При сигнале сейсмодатчики активируются и запускают нагнетательный компрессор, который обеспечивает полет. Здание будет держаться на высоте 2-3 дюйма над землей, что уже достаточно для того, чтобы пережить серьезное землетрясение. В Японии данной технологией оборудованы уже несколько десятков домов. По прогнозам, это ноу-хау очень скоро разойдется по многим странам, страдающим от землетрясений. Весьма технологично. А следующая разработка – отличное решение для частных домов, парковок и общественных площадок. Теперь можно легко обойтись без асфальта. Иконогрид 40. Эта технология создает пористую армированную поверхность, способную выдержать частое движение пешеходов, автомобилей и тяжелых транспортных средств. Настоящая альтернатива бетону и асфальту. Иконогрид 40 подходит как для газонов, так и для гравийных участков. Ячейки плиток глубиной 1,5 дюйма защищают корни травы от повреждений, а конструкции ячеек с углублениями позволяют корням травы беспрепятственно расти от одной ячейки к другой, что делает травяное покрытие более густым и сильным. В итоге вы получаете не бетонные джунгли, а вполне себе зеленую среду. Легкий, экологически чистый Иконогрид 40 с уникальным механизмом блокировки на каждой плитке легко устанавливается, экономя время и трудозатраты. А по поводу надежности, каждый квадратный метр выдерживает нагрузку давлением в 160 тонн. Но плитка сотами – это еще что. Вот следующая технология – настоящий шаг в будущее, когда строить за нас будут уже машины. Проект Термес. В поисках инновационных методов строительства гарвардские исследователи обратились за вдохновением к природе, в частности к термитам, ведь они могут строить большие структуры в отсутствие центрального управления. С этой целью они просто несут кусок грязи на место первой строительной площадки. Если она занята, несут к следующему месту. Проект Термес использует ту же идею роевого строительства, но с применением маленьких роботов. Эти простые недорогие дроны строят структуры, следуя первоначальному дизайну, выкладывая блоки в первое же доступное место, пока структура не будет завершена. После постановки первоначальной задачи рой совсем не требует вмешательства человека. Такая система идеально подходит для строительства конструкций в опасных местах, в космосе или под водой. Рой также мог бы делать черную работу, экономя время людей. А следующее строительное изобретение уже вполне себе используется в обиходе, и его может прикупить себе каждый. Электрический грузовой подъемник Bumpa. Этот оригинальный продукт Bumpa Mace Industries произвел настоящую революцию в кровельной промышленности и завоевал популярность в Великобритании и во все большей степени на международном уровне. Bumpa быстро собирается и достаточно просто выгружается из грузовика. Его можно запустить в работу уже в течение 4 минут.
Более 1000 плиток поднимаются на любую крышу менее чем за 25 минут. Бампа не только умеет выгружать, но и имеет обратный реверс привода, позволяя помогать себе при демонтаже покрытия, спуская части старой крыши по подъемнику сразу в кузов. Устройство очень просто в использовании. Разворачиваешь машину, подключаешь ее и все. Можно работать даже от переносного генератора мощностью 5 кВт. Титановый кирпич. Компания Titan Brick из США в сотрудничестве с Университетом Флориды разработала кирпич, который на 90% состоит из мусора и отходов, а остальное – запатентованная формула, которую компания не разглашает. По утверждению производителя, применение этого материала может снизить затраты на теплоизоляцию дома на 50%. Кроме того, новый кирпич в 2,5 раза крепче бетонных блоков и допускает нагрев до температуры 980 градусов по Цельсию. Несмотря на специфический состав, кирпич не подвержен образованию плесени и грибка, и к тому же водостоек, а построенные из него здания выдерживают ветровую нагрузку ураганной силы. Примечательно, что технология изготовления Titan Brick не предполагает обжига в печи, и поэтому требует намного меньше энергозатрат на производство продукции. Чтобы кладка выполнялась легко и была прочной, по двум сторонам изделий имеются соединительные элементы типа шип-паз. При укладке кирпичи фиксируют не традиционным раствором, а специальным нетоксичным клеем. Основным преимуществом Titan Brick является то, что его можно производить непосредственно на строительной площадке, что позволяет сэкономить на транспортировке, и вы всегда можете контролировать его количество. Солнечная краска. Специалисты из Университета Нотр-Дама создали особую краску, которая способна вырабатывать электрический ток под воздействием солнечного света. Правда, краска должна наноситься только на проводящее электричество покрытие, но в этом нет особой проблемы. Ведь фольгировать можно практически любой строительный материал, причем толщина металлического покрытия может быть очень маленькой. Разработчики надеются, что их проект будет использоваться автопроизводителями, а также проектировщиками зданий. Краска, созданная учеными, содержит наночастицы диоксида титана, которые покрываются либо селенидом кремния, либо сульфидом кадмия. В любом из случаев стоимость производства краски, как утверждают ученые, достаточно невелика. Но невелик и КПД такого фотоэлемента – чуть больше 1%. Но если представить, что солнечной панелью будет целая крыша и стены определенного здания, то и этот 1% оказывается вполне себе нормальным показателем. А следующая технология выглядит очень сюрреалистично, особенно если наблюдать за ней в процессе. Дорожные принтеры. Прокладка дороги занимает много времени. Это тяжелый труд, в котором задействованы сотни людей и десятки единиц дорогущей строительной техники. Используя традиционные методы укладки полотна, один работник в среднем может проложить 1100 квадратных футов в день. Дорожные принтеры вроде Tiger Stone могут сократить этот процесс, распечатывая до 3300 квадратных футов булыжной мостовой в день. Другой робот, Road Printer RPS, может укладывать до 5400 квадратных футов в день. При этом задействованы от 1 до 3 операторов, которые обеспечивают загрузку кирпичей в машину. А дальше толкатель установки сортирует их и составляет из них определенный узор, наподобие ковра. А в конце механический валик прикатывает кирпичи так, чтобы каждый надежно встал на свое место. Эти дорожные принтеры работают на электричестве и содержат небольшое количество движущихся деталей, что делает их простыми в использовании и обслуживании. Кроме того, они производят мало шума, особенно по сравнению с традиционными методами мощения дорог. Основное различие между этим способом и классической технологией укладки дорог – возможность использования только кирпичей, булыжников или плитки. Тем не менее, блочные дороги даже лучше, поскольку они пропускают воду, расширяются при замерзании и служат гораздо дольше. Резиновая черепица из покрышек. Один из новых материалов – резиновая черепица, которую изготавливают из старых автомобильных покрышек, прошедших переработку. Этот материал изобрели в Европе, и хотя он еще мало знаком за ее пределами, он в полной мере соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным кровельным покрытиям. Такая черепица идеально справляется со своими задачами, придает зданию привлекательный внешний вид и обеспечивает его надежную защиту. Из-за способности резины к сжатию и растяжению она отличается особой прочностью, может выдерживать любые температурные колебания и механические воздействия, такие, например, как удары града. Кровля из резиновой черепицы обладает высокими гидроизолирующими свойствами, не крошится, устойчива к изломам и трещинам, не подвержена губительному влиянию ультрафиолета, не гниет, хорошо поглощает шум.
В отличие от металлических кровельных материалов, она не деформируется и не подвержена коррозии. А следующая технология действительно прорывная и инновационная. Это самый легкий и прочный материал, который можно использовать при строительстве. Аэрогель. Это очень твердый и вместе с тем легкий изоляционный материал. Его называют замороженным дымом и получают из специального геля с помощью запатентованной технологии, превращающей жидкий материал в газообразное вещество с твердой консистенцией и прозрачностью. Форму изделия определяют находящиеся в составе аэрогеля нанотрубки. Аэрогель позволяет получать тончайшие полотна с надежными изоляционными свойствами, причем состоящие на 90% из воздуха. Возможности применения полотна из аэрогеля широки, от пошива верхней одежды до устройства теплоизоляции сооружений. Изоляционные способности превосходят аналогичные показатели утеплителей из стекловолокна в 4 раза. Теплоизоляционный материал почти ничего не весит и, можно сказать, имеет достаточно бюджетную цену. В последние годы он завоевывает все большую популярность во всем мире. А следующая технология помогает обезопасить старые строения, которые часто эксплуатируются на износ. Цифровые двойники. Цифровой двойник — это фактически цифровая копия физического объекта, которая содержит данные о его потенциальных и текущих активах, прочности, системах и данных, а также различных внутренних процессах и ресурсах. Цифровые двойники собирают данные с помощью датчиков, чтобы лучше понять физическую структуру объекта, а затем создать ее копию. Наличие дублирующего источника физической структуры позволяет работникам оценивать и оптимизировать здание. Анализ цифрового двойника помогает выявить все уязвимости и возможности для снижения рисков при эксплуатации объекта. Используя симуляцию, цифровой двойник позволяет проверить различные сценарии и угрозы, такие как стихийные бедствия, пожары и обрушение элементов. Технология очень универсальная. Она позволяет отслеживать состояние здания практически в реальном времени, четко понимая все уязвимые места в той или иной ситуации. Окно, которое обогревает дом. Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии представили стекло, которое может затемняться и при этом удерживать тепло. Разработка не требует подключения электричества, а ее эффективность сопоставима с традиционными солнечными тепловыми установками. Волшебным стекло стало за счет внедрения в его массу специальной жидкости, содержащей наночастицы обычного железа. В зависимости от их количества жидкость приобретает разные оттенки от серого до черного. В результате стекло позволяет контролировать инсоляцию и собирать солнечное тепло, которое потом можно использовать для обогрева помещения. Конечно, это не сравнится с классическим обогревателем, но если каждое окно в здании будет обладать подобными свойствами, позволяя регулировать обогрев, да еще и бесплатно, то этого вполне может хватить, особенно если говорить про страны с умеренным климатом. Ну а следующая технология – спасение практически для всех домовладельцев. Штукатурка против влаги и плесени. Влагопоглощающая штукатурка Micropore представляет собой известковую смесь со специальной микропористой структурой. Она предназначена для высушивания мокрых стен зданий без необходимости проведения дорогостоящих и сложных гидроизоляционных и дренажных работ. Уникальный материал выводит влагу из основания и одновременно предотвращает проникновение воды извне. Исследования показали, что по сравнению с обычными растворами поверхность испарения у Micropore приблизительно в 30 раз больше, что существенно ускоряет процесс вывода влаги. В составе штукатурки содержатся биологические добавки, которые в сочетании с известью предотвращают выход растворенных солей из кирпичной кладки наружу. Таким образом, исключается опасность кристаллизации солей, а также разрушение штукатурного и красочного слоев. И благодаря такой формуле плесень в принципе не может поселиться на поверхности, прошедшей обработку. Ну и самый зрелищный строительный помощник, который с легкостью вяжет из толстенной арматуры огромные мосты. Робот Тайбот. Этот огромный робот помогает при строительстве автомобильных и железнодорожных мостов, выполняя работу сотен человек. При этом он достаточно автономен, видит все происходящее на строительной площадке, включая препятствия и людей. Пока он занимается арматурой, другие технологические процессы могут не останавливаться. Тайбот выполняет повторяющуюся изнурительную работу по связыванию арматуры, в то время как команда рабочих занимается выполнением более сложных задач. Робот может управляться дистанционно. Пока бригада спит, он уже может начать выполнять свою работу.
Машина самостоятельно определяет местоположение, самостоятельно позиционирует и связывает до 1100 перекрестков в час, днем и ночью, в дождь или в хорошую погоду, повышая при этом безопасность на рабочем месте. Робот доступен для аренды или прямой покупки. Условия могут быть согласованы в зависимости от работы. При этом покупка робота обойдется вам в $796 тысяч. Технологий много, и они постоянно развиваются. Скоро мы уже вплотную приблизимся к этапу, когда человеку останется лишь выбрать и указать место, а умные машины с помощью умных технологий сделают всю работу. Спасибо за просмотр.